Всем привет! И вы на канале Pigeon Polly. Надеюсь, у вас прекрасное настроение и все замечательно в жизни. Поделитесь каким-нибудь радостнейшим событием за последнее время в комментариях. Давайте создадим там атмосферу благостности и радости. И чтобы те, кому грустненько, могли зайти, почитать и обрадоваться, порадоваться за вас. А мы сегодня снова скетчем, потому что нужно оттачивать навык и не забрасывать это дело. Те, кто хочет научиться скетчить, никогда не поздно, помните об этом. Нету никакого таланта, есть только труд. И да, собственно, сегодня мы скетчим предмет, который первым попался мне на глаза. Это баночка с лаком для ногтей. Изначально у меня была мысль просто нарисовать баночку для лака, эту, но я ее по случайности сместила вправо от центра и решила, что перерисовывать не буду, а постараюсь дополнить композицию и повесила на нее свой браслет, который, собственно, сейчас и отрисовываю. Он состоит из множества частей, там и бусинки, и кулончик, поэтому это тоже интересный экспириенс. Если вы задумаетесь о том, что вот рисовать сложно и все такое, это как любая задача и работа. Сложно, да, но это действительно может каждый. Просто присмотритесь, но все объекты вокруг вас и все, что можно нарисовать, состоит из нескольких геометрических фигур. Это, собственно, квадрат, круг и треугольник. Из этих трех фигур мы можем составить абсолютно все, что угодно, делая их объемными или плоскими, немножко искажая и так далее. Но базовая форма всего именно такая. Единственное, пока что мне еще не поддаются цветы и человеческие лица, но мы и с этим разберемся. А пока что вот тренируемся на таких вот небольших объектах. Как вы видите, бусинки это кружочки, собственно, сама баночка лака это куб, состоящий из нескольких квадратиков и так далее. Также там еще у меня завалялась помада, я решила тоже ее добавить. Стараюсь сразу оставлять блики, сразу, чтобы не нужно было потом белой ручкой их добавлять. Все-таки так они смотрятся намного интереснее. И что еще хочу посоветовать, если вы рисуете, то обращайте внимание на то, какие цвета вы добавляете. Ну, то есть, если вы видите, что объект, допустим, синий или черный, добавьте туда еще какие-то цвета. Потому что на самом деле нет ничего одного какого-то цвета. Это все там очень сложно. И намного вкуснее и интереснее будет смотреться, если вы добавите еще какие-то другие цвета. Но это тоже, конечно же, стоит делать грамотно. Это можно почитать, погуглить в интернете и разобраться с этим довольно реалистично, возможно. Тут мы уже рисуем стеклянный объект, что тоже довольно-таки сложно, потому что он бликует во все стороны, как не в себя. Но я очень надеюсь, что мы справимся и у нас получится. Вот, добавляем еще цвета. Там отражается и сам кулон, и есть также теневая часть. Если бы я сейчас перерисовывала эту работу, то правую часть колпачка баночки с лаком я бы точно сделала более темной для большей глубины. Но ошибаться тоже хорошо. Главное не ошибаться слишком часто и учиться на своих ошибках. Вот я заметила, и в следующий раз буду более внимательно к этому моменту относиться, чего и вам желаю. Если у нас блик на рисунке, значит у нас, соответственно, белые части это свет туда падает и отражается. И если нету других источников света, значит блики всего должны быть с одной стороны. То есть если у нас слева, значит у всего будет слева. Это тоже нужно внимательно учитывать, чтобы рисунок получился более убедительным. Но вот я решила все-таки, да, затемнить эту правую сторону теневую, чтобы создать больше объема. И так как флакончик с помадой также блестящий, он тоже отражает голубой от, такой бирюзовый цвет от кулона.
И также в нем есть красноватый от отражающего, от того, что он отражает, собственно, лак, цвет помады. И тут я решила побаловаться, дала себе волю и решила сделать небольшой наброск. Мне показалось, что так смотрится намного лучше. Напишите, как вам в комментариях. И напишите в комментариях, что еще можно нарисовать, потому что у меня уже заканчиваются идеи. Вы пока видите всего 2 ролика, но их на самом деле больше. И да, идеи уже начинают меня покидать. Так что если у вас есть идеи, референсы, фотографии, вы их тоже можете скинуть. И что-то из этого, возможно, появится в следующих видео. Всем спасибо и до встречи в этих самых следующих видео.